Наверное, на каждом садовом участке найдется тенистый уголок, где почти ничего не растет, кроме некоторых видов сорняков. Такие места выглядят непривлекательно и зачастую очень портят общий вид сада. Поэтому многие садоводы часто задаются вопросом, какие самые живучие растения можно высадить в подобных местах, если вообще таковые существуют. Конечно, существуют. И таких теневыносливых неприхотливых культур очень много. Но сразу хочу уточнить, что понятие «живучий» иногда свидетельствует не только о завидной выносливости растения, но и его неконтролируемом разрастании. Так что прежде чем высадить их на своем участке, взвесьте все «за» и «против». Хотя столь активный рост и терпимость к недостатку света многих сильно подкупает. Ведь такие цветы способны расти и даже цвести там, где прочим культурам не место. А если их рост контролировать почвенным ограничителем, то вопрос с агрессивностью будет решен, по крайней мере частично. Правда, этот прием срабатывает далеко не со всеми растениями. Есть цветы, которые успешно размножаются не только за счет своей корневой системы, но и семенами. Из теневыносливых неприхотливых цветов можно назвать некоторые виды анимоны. К живучим видам относятся анимона канадская, лесная и вильчатая. Сейчас в продаже не проблема найти эти растения. Они зимостойкие, нетребовательны к уходу и хорошо разрастаются. Выносят нехватку света и легко украсят тенистые уголки. А самое главное, что уже выведено много декоративных сортов со всевозможной окраской цветов. Они зацветают в разное время, начиная с ранней весны и заканчивая глубокой осенью. С помощью многообразия анимон у вас получится преобразить тенистые участки в саду, наслаждаясь ее цветами и резными листьями практически весь сезон. Эти многолетники способны годами расти на одном месте, но стоит учесть их способность давать корневые отпрыски. К такой же неприхотливой и теневыносливой культуре относится традисканция виргинская. Данный многолетник разрастается пышными кустиками высотой около 40 см. Стебли традисканции прямостоячие, в некоторых местах разветвленные и хорошо облиственные по всей длине. Листва длинная и узкая, насыщенно зеленого цвета. На ее фоне красиво выделяются некрупные цветы фиолетовой, синей, белой и даже розовато-пурпурной окраски. Цветки составляют в диаметре примерно 3–4,5 см. Особо красивыми их не назовешь, но кусты традисканции невероятно долго цветут, постоянно завязывая все новые бутоны. Период цветения длится с июня по сентябрь, в зависимости от сорта. Каждый цветок из соцветий раскрывается всего на один день, но их на кусте очень много. Традисканцию садовую можно было бы назвать совершенно неприхотливым многолетником, способным расти даже в тени сада. Но она больше предпочитает в меру влажную почву. На сухом песчаном грунте ей будет некомфортно, поэтому ее кустики часто высаживают на притененных и увлажненных участках, например, у кромки водоемов. Подойдут также приствольные круги деревьев или тенистые места у стен и заборов. Хотя я видела в городских парках и дворах высаженные кусты традисканции на полном освещении. Конечно, их там поливают, иначе на продолжительное цветение и декоративность растений можно не рассчитывать. Поскольку данный многолетник отлично разрастается с помощью своей корневой системы, его кустики легко размножить обычным делением. За один сезон традисканция способна нарастить до 5 молодых розеток. Такой рост со временем приводит к загущению кустов. Для омоложения и придания более аккуратного вида их необходимо периодически делить. Обычно это делают уже с трехлетними растениями. Проводить выкопку и деление лучше всего в тот период, когда традисканция не цветет. Еще один неприхотливый многолетник, предпочитающий влажные и прикрытые от палящих лучей солнца участки, это калужница. Если на вашей территории есть подтопляемые места или свободные участки возле дачного водоема, и как раз там будет и место. Для более обильного цветения растение лучше подойдет полутень. А цветет калужница очень ярко. Есть даже особо декоративные сорта с махровыми цветами.
И самое главное, что ее кустики способны расти даже непосредственно в воде. Особенно это относится к виду калужницы болотной. Подобных красиво цветущих и живучих многолетников не так уже много. К тому же калужница отличилась не только своей неприхотливостью, но и высокой морозостойкостью, а также устойчивостью к болезням и вредителям. Однако стоит знать, что все ее части ядовитые. Совершенно неприхотливые к тени и хорошо разрастаются папоротники и плющи. Однако их активный рост многим может мешать. Поэтому прежде чем высадить эти многолетники на своем участке, стоит учитывать эту особенность. Хотя растущие вдоль тенистого забора эти растения станут только их украшением. К тому же плющ – это вечнозеленая культура, которая может покрыть почву плотным ковром или же эффектно оплести вертикаль, стену, ствол и прочную опору. Но в садах с суровыми и малоснежными зимами плющ, скорее всего, вымерзнет. В 5-й климатической зоне он вполне может зимовать под укрытием из опавшей листвы. К этой же категории живучих почвопокровников относится и аюга. В народе ее называют просто живучкой, и совершенно не зря. Этот многолетник способен расти на тенистых и открытых участках, заполняя их со временем своими розетками и создавая плотный ковер. Аюга бывает разных сортов, с очень красивой, яркой и варьегатной листвой. К тому же она очень эффектно цветет, выпуская в мае-июне множество сине-фиолетовых, ярко-голубых, белых или розовых колосовидных соцветий. Хочу обратить ваше внимание еще на одно растение, которое способно за несколько лет заполонить собой приличный участок, даже в тени. Это видовая брунера сибирская. Цветок крайне неприхотливый и живуч, что многих и подкупает. Данный вид, даже несмотря на тень, способен красиво цвести. Соцветие чем-то напоминает голубую незабудку. Плюс брунеры сибирской в редкой неприхотливости и высокой морозостойкости. Но в приличных цветниках сажать ее я вам не советую. Видовая брунера очень активно расползается по всей близлежащей территории с помощью своих длинных толстых корней. Полностью избавиться от таких зарослей очень сложно. Поэтому в своем тенистом саду я выращиваю ее культурный вид – брунеру крупнолистную. Этот многолетник растет на одном месте, исключительно компактным кустом. К тому же он не только красиво цветет, но и выглядит декоративно с ранней весны до самых морозов. У крупнолистной сортовой брунеры очень красивая листва со своеобразным мраморным или серебристым рисунком. К этой категории неприхотливых многолетников, которые хорошо разрастаются и способны цвести даже в тени, относятся физостегия и барвинок. Физостегия образует настоящие пышные куртины из прямых стеблей и удлиненной листвы. Цветет эффектными колосовидными соцветиями белой, розовой, пурпурной и лилово-сиреневой окраски. Цветение длится с конца июля по сентябрь, не менее 6 недель. Физостегия способна выдерживать притенение, но для обилия цветов ее лучше высадить в полутени. Этот неприхотливый многолетний активно разрастается с помощью корневища, поэтому его лучше сразу сажать в глубокий почвенный ограничитель. А вот барвинку подобная преграда никак не помешает наращивать свои плотные ковры. Он живуч, теневынослив и способен с годами заполонить приличный участок. Хорошо это или плохо, решать вам. Я, например, считаю, что есть такие проблемные уголки на участке, на которых вообще ничего не растет. Как по мне, то их лучше прикрыть подобными стелющимися и теневыносливыми растениями. Это будет гораздо культурнее смотреться, чем обычная голая почва с проросшими сорняками. Но это лишь мое мнение. А как считаете вы? Какие живучие многолетники для тенистых мест вы можете еще посоветовать? Я буду благодарна всем вашим советам, лайкам и комментариям. Не забывайте также подписываться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе выхода новых роликов. Но если это видео было для вас хоть немного полезным, не забудьте, пожалуйста, оставить свой лайк. И до новых встреч на канале Добрый сад.